Но почему же именно фарфор Кузнецова стал таким знаменитым? Матвей Кузнецов считал, что самое главное – это качество. Он боролся за качество. Он постоянно ругал своих работников, скажем так, руководителей, которые следили за качеством, если ему что-то не нравилось. Ну, например, сохранилось одно письмо, в котором он ругает одного из своих работников за то, что золото, которым красили блюдца, недостаточно яркое. Он говорит, что если на блюдцах будет плохо прорисованы вот эти вот золотые колечки, то такие блюдца никто не будет покупать. Что делал Матвей Кузнецов? Его работники, его служащие, его помощники ходили по магазинам, по ярмаркам, там, где как раз продавался фарфор. И очень много общались с людьми, которые этот, собственно говоря, фарфор и покупали. Они подходили и спрашивали, что вам нравится, что вам не нравится, чего вам не хватает. Они смотрели вообще, что люди покупают. Почему люди покупают эти блюдца или другие блюдца. И его помощники, работники даже вот на ярмарках стояли и спрашивали, а почему вы покупаете вот именно такие блюдца или такие тарелки? То есть они постоянно общались с народом, они постоянно общались с работниками ресторанов, трактиров, гостиниц, спрашивали, что вам нужно, что вы хотите. Таким образом, они понимали, что нужно и простым людям, простому народу, и что нужно людям благородного происхождения. Фабрика Матвея Кузнецова славилась тем, что у него было огромное количество товара. Ну, например, можете себе представить, у него было больше 100 видов тарелок. То есть покупатель приходил в магазин или на ярмарку, и он мог выбрать, то есть выбор был огромный. В прейскуранте Матвея Кузнецова было 129 позиций только одних тарелок. Кувшины, вот можете себе представить, кувшины, ну казалось бы, ну сколько можно сделать кувшинов? У него было 73 вида, ну как бы сейчас сказали, дизайна разных кувшинов. Отдельно были салатницы, селедочницы, миски, ну в общем блюдца. Это был просто огромный ассортимент. Таким образом он легко мог добиться того, чтобы и фарфор Кузнецова покупали именно у него, а не у его конкурентов. В какой-то момент 2/3 всех фарфоровых изделий, которые вообще производились в России, производилась его фабрика Матвея Кузнецова.